Анна медленно открыла глаза, щурясь от яркого солнечного света, проникающего сквозь тонкие занавески. Комната казалась незнакомой, но в то же время удивительно родной. Она попыталась сесть, но острая боль пронзила ее голову, заставив снова упасть на подушку. «Где я?» Пронеслось в ее мыслях, пока она пыталась собрать воедино обрывки воспоминаний. Последнее, что она помнила, это вечеринка в честь ее повышения. Яркие огни, звон бокалов, смех коллег. А потом темнота. Анна напрягла память, но ничего после этого момента не всплывало в сознании. Медленно, преодолевая головокружение, она встала с кровати. Босые ноги коснулись прохладного деревянного пола. Анна огляделась. Уютная спальня, оформленная в постельных тонах, большое зеркало у стены, шкаф с приоткрытой дверцей. Все выглядело знакомым, но в то же время чужим. Подойдя к зеркалу, она замерла в ужасе. Из отражения на нее смотрела женщина, выглядевшая намного старше своих лет. Глубокие тени под глазами, несколько седых прядей в каштановых волосах и тонкие морщинки вокруг глаз делали ее похожей на женщину лет 50, хотя Анне было всего 32. Она дотронулась до своего лица, не веря глазам. Казалось, будто годы стресса и переутомления оставили неизгладимый след на ее внешности. «Что, черт возьми, происходит?» – прошептала она, чувствуя, как паника накатывает волнами. В этот момент дверь спальни открылась, и вошел мужчина средних лет с добрыми глазами и легкой сединой на висках. Увидев Анну, он улыбнулся с облегчением. «Дорогая, ты наконец-то очнулась. Как ты себя чувствуешь?» Анна отшатнулась, не узнавая мужчину. «Кто вы? Что происходит?» Выпалила она, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Улыбка исчезла с лица мужчины, сменившись выражением глубокой печали и тревоги. «Анна, это я, Михаил. Твой муж. Мы женаты уже 5 лет». Комната закружилась перед глазами Анны. Она схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. «Нет, нет, это какая-то ошибка. Я не замужем, у меня даже парня нет». Михаил осторожно приблизился к ней, протягивая руку. «Анна, послушай. У тебя был сильнейший нервный срыв 3 недели назад. Врачи предупреждали, что может быть временная потеря памяти. Но не волнуйся, мы справимся с этим вместе». Анна посмотрела на свою левую руку и увидела простое золотое кольцо на безымянном пальце. Она никогда не носила украшений, особенно колец. Паника нарастала с каждой секундой. «Я ничего не помню. Как я могла так измениться за такое короткое время?» Воскликнула она, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Михаил осторожно обнял ее, и Анна, к своему удивлению, не отстранилась. В его объятиях было что-то знакомое и успокаивающее, несмотря на то, что она не помнила этого человека. «Все будет хорошо, любимая. Мы пройдем через это вместе. Я буду рядом каждый шаг пути», – прошептал он, гладя ее по волосам. Следующие дни превратились для Анны в калейдоскоп открытий. Каждый час приносил новые вопросы и неожиданные ответы. Она узнала, что после того повышения ее карьера взлетела до небес. Анна стала одним из ведущих специалистов в своей области. Ее приглашали на международные конференции. Она консультировала крупные компании. Но за внешним успехом скрывалась темная сторона. Бесконечные командировки, стресс, недосып и постоянное давление начали разрушать ее изнутри. Она почти перестала бывать дома, отдалилась от друзей и семьи. Михаил рассказал, как они познакомились на одной из конференций, как он влюбился в ее ум и энергию. Их роман развивался стремительно, и вскоре они поженились.
Но даже после свадьбы Анна не сбавляла темп. «Ты всегда говорила, что справишься, что это временно. Но я видел, как ты медленно выгораешь», — сказал Михаил с болью в глазах. Кульминация наступила 3 недели назад. Анна вернулась с очередной конференции и просто рухнула в прихожей. Врачи диагностировали тяжелейшее нервное истощение и рекомендовали полный покой. Твой мозг просто не выдержал и выключился. Врачи говорили, что это защитный механизм. Твое сознание вернулось к моменту, когда ты была счастлива и полна энергии, объяснил Михаил. Анна сидела, ошеломленная этим откровением. Ее успешная карьера, о которой она так мечтала, оказалась разрушительной для ее жизни и здоровья. «Но как же? Как мы?» — спросила она, глядя на Михаила. Он грустно улыбнулся. «Мы любили друг друга, Анна. Очень сильно. Но в последнее время ты была здесь только телом. Твои мысли всегда были где-то далеко, в работе». Анна почувствовала, как слезы текут по щекам. Она не помнила этого человека, но чувствовала глубокую связь с ним. И еще она чувствовала вину за то, что причинила ему столько боли. «Что теперь?» — спросила она тихо. Михаил взял ее за руку. «Теперь у нас есть шанс все изменить. Начать сначала. Если ты этого хочешь, конечно». Анна посмотрела на их сплетенные пальцы, на кольцо на своей руке. Она не помнила их истории, но чувствовала, что хочет узнать ее заново. «Я хочу попробовать», — сказала она, слегка улыбнувшись. В следующие недели Анна заново открывала для себя свою жизнь. Она узнавала о своих достижениях и ошибках, о радостях и горестях последних лет. Медленно, день за днем, она влюблялась в Михаила заново, узнавая его терпение, доброту и силу. Постепенно к ней возвращались обрывки воспоминаний. Иногда это были счастливые моменты, их первый поцелуй, свадьба в кругу близких друзей. Иногда болезненные, ссоры из-за ее постоянного отсутствия, одинокие ночи в гостиничных номерах. Но каждое воспоминание, хорошее или плохое, было частью ее истории. Истории, которую она теперь могла переписать. «Я больше не хочу быть той Анной», — сказала она однажды вечером, сидя с Михаилом на веранде их дома. «Той, которая променяла жизнь на карьеру». Михаил обнял ее за плечи. «Ты можешь быть кем захочешь, любимая. Я буду рядом». Анна поняла, что ее амнезия, каким бы пугающим испытанием она ни была, дала ей второй шанс. Шанс переоценить свои приоритеты, найти баланс между работой и личной жизнью, научиться ценить моменты здесь и сейчас. Она решила не возвращаться к прежнему ритму жизни. Вместо этого Анна начала консультировать молодых специалистов, делясь своим опытом и предостерегая их от ошибок, которые совершила сама. Она нашла новую цель – помогать другим находить баланс в жизни, которого так долго не было у нее самой. С Михаилом они начали строить отношения заново. Это было непросто. Иногда Анна чувствовала себя чужой в собственной жизни. Но с каждым днем, с каждым разговором, с каждым совместным ужином она все больше чувствовала себя дома. Прошло полгода. Анна вновь стояла на том же месте, где началась эта история. Она смотрела на свое отражение в зеркале и видела уже не испуганную, растерянную женщину, а человека, нашедшего свой путь. «Иногда нужно потерять себя, чтобы по-настоящему себя найти», — подумала она, улыбаясь своему отражению. В этот момент в комнату вошел Михаил. Он обнял Анну сзади, и она почувствовала, как ее сердце наполняется теплом. Она не помнила всех моментов их совместной жизни, но знала одно – здесь и сейчас она абсолютно счастлива. Жизнь дала Анне второй шанс, и она была полна решимости прожить его правильно. С любовью,
заботой и вниманием к тому, что действительно важно. Ведь иногда нужно потерять все, чтобы понять, что у тебя уже есть все необходимое для счастья.